Добрый вечер. Здравствуйте. Я не буду с вами разговаривать, я вас знаю, я вас уважаю, вы хороший человек, хотя я из России, ну, короче, извините. До свидания. Тем более, если ты меня знаешь, надо поговорить. Что же все боитесь? Добрый день, пан Виталий. Добрый день. Я, извините, немножко пьяненькая. Можно вам вопросик задать? Попробуйте. А, Вопрос. Есть ли такой консенсус в историческом сообществе по поводу убийства этого угольческого дела, по поводу а, Царевича Дмитрия, Царевича? что ли? Ага, да. Ну, в смысле, потому что читаешь, как бы непонятно, то ли его приказал Годунов убить, или не приказал, то ли там... Ну, потому что мало документов, поэтому и нету точных сведений. Ну, убит, скорее всего. Ну, по приказу Годунова или все-таки Трудно он... сказать. То есть нет. Трудно сказать. Мы не можем сказать. Ну, я поняла. То есть консенсуса нет. Его и не будет. По причине Ну, отсутствия документов. понятно, да. Второй вопрос. Сейчас вспомню. Господи, надо было записывать, что вам хотела спросить. А, По поводу ненормальности Ивана Грозного, ну, четвертого. Были, ну, как бы, есть ли какие-то свидетельства, там, говорят, кости какие-то проверили, что он какой-то шизофреник был, там, ненормальный, там, и все такое прочее. То есть есть ли какие-то доказательства, что, ну, он же реально был маньяк какой-то? То есть посмотрите, что он там делал, даже... Маньяком был. Был ли он шизофреником? Это ж надо установить диагноз. По костям установить диагноз невозможно. Ну, да. То есть Вас, как бы вас тоже... такие крайности интересуют? Какое это имеет значение? Ну, мне не интересует, Чисто меня просто... по-человечески, да? Ну, Интересно. типа, да. Ну, типа, да. Ну, что еще девушка Был может... маньяком, да, лично присутствовал при казнях и лично принимал участие в казнях. Ну, там же многие, на самом деле, ну, не только российские правители, а многие правители, реально многие присутствовали ну, при казнях, но Иван Грозный, мне кажется, вообще просто там превзошел всех. Возможно, конечно, это там дань времени, ну, в то время это как бы там было, С одной ну, стороны, это было и дань времени, но с другой стороны, он и сам признавался в том, что он в этом принимал участие. наслаждается. Да. Ага, понятно. Вот, больше вопросов нет. Хотела бы вам сказать, что адекватные россияне в лице меня, не могу сказать за всех остальных, но как бы извиняются за то, что моя страна с вами делает. И, в общем, простите нас, пожалуйста, за то, что мы делаем. И я лично сделала все, что возможное, чтобы этого не произошло. Но, к сожалению, вот, И каким вы видите будущее своей страны? очень плохим. Ну, пока я не вижу предпосылок для плохого будущего. Вы знаете, я, ну, скажу, я как бы из Питера, но живу сейчас не в Питере, живу в Америке, у меня американское гражданство, и я вдвойне перед вами приношу извинения, вернее, не перед вами, а перед украинским народом, потому что как бы сейчас то, что творит американское общество и государство, это, конечно, тоже, ну, Давайте отменим первый вопрос. Меня интересует другой вопрос. Как американское общество в вашем видении реагирует на Трампа? это зависит от... Я живу в штате Калифорния, и русскоязычное сообщество, ну, то есть, если брать среднее по больнице, то, что вообще как бы ни о чем не говорит, в принципе, как бы все практически за Украину. Ну, не все, большинство, процентов 70. Но в последние там несколько лет, ну, в смысле, последний год, наверное, это снижается, потому что Трамп пришел к власти, и очень много почему-то русскоязычных людей, особенно которые переехали здесь там 30 лет назад и все такое прочее, они все меньше и меньше, потому что почему, ну, как бы у них такая мотивация, почему мы должны за это платить, вот это все, то, что Трамп транслирует. Мгм. Вот. Но
Ну, поддержка Трампа уменьшается, увеличивается. Вашими глазами как это все выглядит? Ну, в моем случае она, конечно, ну, в моем случае, конечно, увеличивается. То есть Поддержка. людей, которых я вижу, то есть я лично не поддерживаю Трампа, не поддерживаю эту политику. Я пишу, значит, своему representatives и сенатору, и всем, что, типа, нужно поддерживать Украину и все такое прочее. То есть очень сильно поддерживаю. Но вот я вижу, что поддержка снижается. То есть вот раньше я гуляла, например, там по округе, видела очень много украинских флагов за поддержку. Сейчас этого меньше. Сейчас очень много именно в русскоязычной диаспоре, ну, который... Это очень связано с поддержкой Израиля, как ни странно. Мгм. Потому что люди, которые поддерживают Израиль, они как бы против, ну, типа левых, как они их называют, условных. И это как каким-то образом связано с Украиной, потому что Украина там не голосует за Израиль, и вот у них начинаются терки. То есть это очень сложный вопрос. Я не могу однозначно Не, на ну него меня ответить. чисто интересует, вы все время скатываетесь на Украину. Трамп, внутренняя политика Трампа, внешняя там это такое. Внутренняя политика устраивает американцев трамповская? Опять же, смотря, опять же, смотря кого. Большинство людей, ну, как бы люди, которые до этого поддерживали Трампа, они до сих пор поддерживают Трампа. Так, А это, знаете, как зетники, они как поддерживали, им как бы хоть так. божья То есть роса, есть в общем, определенный процент, у которого ничего не поменялось. вообще ничего не меняется. Им говорю какие-то аргументы, то, что Трамп называет Армению, значит, Албании, Албанией, да. им совершенно вообще по барабану. Вот. Но есть определенный процент центристов, которые посередине, которые голосовали за Трампа, но сейчас они понимают, что как бы, ну, что-то такое не то происходит. Мгм. Ну, типа вот. И вот этот процент, я думаю, что он как бы все-таки перевешивает тот процент, Увеличивается. который... Да-да-да. А что изменилось в повседневной жизни вот с приходом Трампа? Какие-то вещи изменились или нет? Или не отразилось приход президента к власти на какой-то повседневной жизни? Ну, вы знаете, Я люди когда-то стали... говорил, я прошу прощения, с человеком сразу после выборов, он живет в Нью-Йорке, он говорит, сразу увеличилось количество федеральных полицейских. Если раньше можно было летать по внутренним рейсам с любым Да. документом, сейчас только с паспортом и все остальное. То есть как бы ужесточился какой-то контроль внутриамериканский. Как вы это видите? Нет, конечно, ужесточился. То есть с приходом Трампа у нас очень... Я живу в районе Лос-Анджелеса, то есть это Оранж Каунти, это рядом с с Лос-Анджелесом, это Калифорния. Естественно, это просто ужас, то, что творится, потому что начали хватать просто всех. То есть вот эти вот ICE, если вы знаете, вот служба, которая, ну, вот противоиммигрантская, да, Мгм. они просто, они вот, когда Трамп приходил к власти, он заявлял, что я буду, значит, бороться против нелегальных Мгм. иммигрантов и все такое прочее. Но на деле это происходит то, что они борются против всех иммигрантов. И это просто все показывает. И, соответственно, вот люди, которые живут здесь 30-20 лет, платят налоги, легально работают. Они просто вот реально боятся сейчас вот просто выходить на айсы просто, ну, ой, я не знаю, как поместить. Ну, это просто ужас, что Мгм. происходит. Ну, И как бы ужесточилась люди... противоиммигрантская политика, понятно. Да, да-да. То есть, по статистике больше 70%, которых они задерживают, они не имеют криминал рекорд, ну, криминальной записи какой-то, Мгм, каких-то мгм. нарушений. То есть они задерживают просто людей, которые работают. То есть доходило до того, что как бы, например, был какой-то республиканский городок, где все маленький такой, Ohio или что-то такое, где все голосовали за Трампа, что типа вот Трамп придет, порядок наведет, вот всё такое прочее. Трамп пришел к власти, пришли айсы и арестовали женщину, которая 30 лет здесь жила без документов, ну, потому что у нее не было необходимости как бы документы. Она 30 Мгм. лет жила, она уже родила детей, воспитала там, платит налоги, все как бы это самое. Они ее арестовали. И вот люди в этом маленьком республиканском городке, там, я не знаю, 150 человек,
поднялись, что типа Трамп, что ты делаешь? То есть вот до такого доходит. Но как это в масштабе целой страны, я не могу вам сказать, потому что, ну, покажут выборы 26 года, потому что, ну, непонятно. Я живу в Калифорнии, в замкнутом уголке, то есть ну, невозможно сказать, что там. Мгм. Но я надеюсь, что как бы американские институты все-таки это все ну, переварят, и переделают, так сказать, противостоят этому делу, но, честно говоря, я раньше думала, что в России вот такие вот сумасшедшие люди, зетники, значит, и вот там думают, что в Украине нацисты, и вот это все. А сейчас я понимаю, что среди американцев столько много людей, которые вообще не понимают, что происходит в мире. И как бы вот, А нету такого которые... ощущения, там, что вот, ну, надо просто пережить. Это срок Трампа, вот переживем, тогда выберем какого-то другого. Такие разговоры не ходят. Вы понимаете, все американцы на самом деле уверены, что все институты работают, и поэтому, что бы ни произошло, Конституция как бы сработает. Мгм. А то, что Трамп вот сейчас вот просто Так он вот ломает эти нарушает институции, Конституцию да. и пытается нарушить, ну, как бы разрушить эти институты, понимания такого нет. То есть есть понимание среди вот моего круга, например, там, ну, там каких-то людей, которые там, ну, я не могу сказать высокообразованные, но ну, моего круга там какие-то понимают, что происходит. А вот люди, вот реально, вот например, вот я вам приведу обычный пример. У меня коллега по работе, значит, он отучился, ну, как бы у него высшее образование в американец, в американском университете, все такое прочее. И он мне начинает говорить вот словами Трампа, то есть словами пропаганды, Мгм. что говорит, вот, ну, по поводу Украины, опять же, извините, я скатываюсь на это все. Если бы Трамп как-то, если бы каждому украинцу разделить количество помощи на каждого украинца, каждый украинец стал бы миллионером. Я говорю, хорошо, Джон, окей, его Джон зовут. Значит, я говорю, погугли количество украинцев. Он говорит, ну, типа, я говорю, ну, 40 миллионов, ну, там, 30, ну, окей. Ну, я говорю, давай, ну, примерно 30 возьмем. Я говорю, Трамп сказал, даже выделенная помощь там была, там, 115, что такое. Ну, хорошо, Трамп заявил 30 миллиардов долларов. Я говорю, давай, вот просто возьми одну цифру, подели на другую цифру. Он поделил там, причем за 3 года это все было, и Мгм. там получилось что-то типа, ну, типа там 7 тысяч, что-то там за 3 года. Ну, короче, я говорю, какой... Небольшие цифры, да, на самом Да, деле. я говорю, посмотри, что тебе говорят твои Fox News, ну, твоя пропаганда, что тебе Мгм. говорят. Он такой, ну да, типа, ну, то есть, понимаете, вот люди те же самые. Вот то, что вот людям в России говорят, то, что в Украине нацисты, и этим тоже говорят, что вот абсолютно то же самое. Поэтому очень печально это все. Ясно, понятно, спасибо. Если есть какие-то вопросы Вот. у вас. Я вроде вот 2 задала. Я, кстати, по вашей наводке купила книжку. На самом деле, в смысле, книжку, которую вы советовали по поводу истории Украины, вот 4 авторов. Мгм. Да, она продается в России. Мне, значит, мой знакомый в России перенаправил ее. Мгм. То есть Я есть в написала, свободном доступе и нормально все. да, можно купить, да. Он, несмотря на то, что он зетник и ватник, он мне как бы ее перенаправил. Сказал, я, конечно, ее не читал, но вот она у меня сейчас вот, так что не могу, Ну, показать. понятно, да, я Вот, верю. да, вот хотела вот вопрос вам задать по поводу недавно вот запретили вот это вот, ограничили доступ в России, там вот WhatsApp и все такое прочее, вот чат-рулетка, вот насколько ваш контент понизился? Мне кажется, я смотрю просто сейчас Да последний месяц я не могу найти контента. Невозможно с ними общаться. Вот в чем дело.
То есть либо большое количество Заметно, россиян да? меня знают и меня там благодарят, либо большое количество россиян меня знают и меня не благодарят, а все остальные даже невозможно. У меня выходит одно видео в неделю. Если раньше там по Да, вот два я видео заметила, в что день последние выходило, меньше сейчас видео, да. огромные паузы, потому что не идут на контакт. Там что-то делается внутри России, что они не идут на контакт. То есть мне кажется, что чат-рулетку тоже ограничили, как вот WhatsApp и это самое. То Да есть без вроде бы я VPN. не вижу такого ограничения. Я вижу нежелание идти на контакт. Они специально выбирают Украину и почему-то, ну, слетают, не общаются там. Я говорю, записать видео последний месяц практически невозможно. Ну да, я вот видела, что да, вот вы записываете там так прям вот реденько-реденько. Да, да, большие дыры в выкладывании видео на сегодняшний день. Да, и на Патреоне тоже, да. Вообще. Ладно, вам большое мое уважение и опять же извинения со стороны адекватных россиян, от которых я могу как бы сделать вам, потому что мы пытались, но не смогли, и, наверное, это наша вина. Ну, скорее всего, это наша вина. Спасибо за Не вашу знаю. позицию. Удачи. Берегите Всё, себя. слава Украине, до свидания. Героям Да. слава. До свидания. Это... Добрый вечер. Да, добрый. Вы учитель в ПТУ, правильно? ПТУшный историк, да. Прощаемся. Чушь такую. Что ж ты, моя лапочка, тебе так не понравилась, а?